Это уникальное водное растение, макарения красная, именно растение, а не водоросль, встречается только в одном месте на Земле и образует феномен реки пяти цветов – Каньо Кристалес, которую иногда называют растаявшей радугой и чуть ли не самой красивой рекой в мире. Макарения не может расти в песке или иле. Она питается светом, дышит течением и держится корнями-присосками за камни. Если вода не будет кристально чистой, она погибнет. Если течение будет слишком сильным или слишком слабым, она погибнет. Большую часть года, когда из-за дождей поднимается уровень воды и редкие солнечные лучи едва достигают дна, макарения зеленеет и становится красной только в сухой сезон, всего 3 месяца в году, с августа по октябрь. В это время в национальный парк допускают только с гидом и не более 200 человек в день, чтобы сохранить хрупкий природный баланс этой уникальной реки. Поэтому небольшой городок с красивым женским именем Макарена в 1,5 часах лета от Боготы отнюдь не страдает от наплыва туристов, а его жители доброжелательны и гостеприимны. Правда, по-английски здесь никто не говорит. Gracias, muchas gracias. Esa es Colombia. Trabaja, trabaja. Впрочем, Ла-Макарена – это скорее большая деревня, чем маленький город. Всего лишь пару десятков лет назад здесь были самые большие в Колумбии плантации коки. Теперь по понятным причинам эту лавочку прикрыли, и местные крестьяне переключились на животноводство. В этих краях также долго хозяйничали партизаны революционной армии ФАРК, угрожавшие расправой смотрителям национального парка. И только благодаря героизму бойцов оперативного отряда «Омега» в 2016 году было заключено перемирие, и Ла-Макарена стала безопасной для туризма. Радужная река Каньо Кристалес протекает по древнему гранитному плато на другой стороне полноводной реки Гуайабера, на берегах которой, если повезет, можно увидеть игуану или каймана. После получасового плавания на лодке надо еще проехать 10 километров на внедорожнике и пройти строгий досмотр на входе в национальный парк, чтобы ни одна пластиковая бутылка и ни один клочок бумаги не попал на его территорию. И чтобы никаких репеллентов и солнечного крема. Об этом предупреждают туристов на обязательном инструктаже еще в день прилета. И, наконец, поход на целый день по одному из 3 маршрутов вдоль Радужной реки с песней, восторженными селфи и купанием в водопадах. Como quisiera bonita ver de tu cara, como quisiera bonita oír de tu boca, que me quieres, que me piensas, que me extrañas, que me tienes en el cofre de tu alma, que suspiras por mí, mujer enamorada, que me piensas, que me quieres, que me extrañas. Mira, tiene que tener una línea por aquí, casi imaginaria, pero se ve la línea blanca. Sí, ahí están volados. Coca. Hoja de coca, sí. Me quitará el no, cansancio si me la aquí. pongo en los pies. No, en la boca. Ah, en la boca. En la boca, claro, La tienes que masticas. mascarla. ¡Que viva el pueblo!
Per favor, profondo, profondo. В сезон дождей течение здесь бывает настолько сильным, что подхватывает твердые камешки, которые, закручиваясь в водоворотах, высверливают в русле реки круглые ямы и глубокие колодцы. Со временем эти колодцы насквозь пронизывают дно, и туда, как по трубам, устремляются потоки воды. Вот так, не торопясь, с перерывами на фото и купание, мы и не заметили, как прошли 9 километров. Национальный парк Сьерра-де-ля-Макарена – прекрасное место, не испорченное массовым туризмом. Здесь есть еще необычайно красивый водопад Каньо-Каноас, дорогу к которому, к сожалению, временно закрыли за несколько дней до моего приезда. Но и без водопада одна только экскурсия на Радужную реку стоит того, чтобы добавить Ла-Макарену в список ваших желаний. Que suspiras por mí, bonita, enamorada. Захватывающие горные пейзажи, кофейные плантации, ароматный кофе прямо с куста и прогулки по единственной людной улице сонного городка, который назвали по-итальянски Салента, просто потому, что это звучало красиво. Салента расположен в предгорьях Анд на высоте около 2000 метров, в центре так называемого кофейного треугольника Колумбии, который обеспечивает 15% мирового рынка кофе. Вулканическая почва, горная прохлада и частые дожди благоприятствуют медленному созреванию зерен, что создает идеальные условия для выращивания высококачественной арабики. Местные крестьяне до сих пор сохраняют традиции ручного сбора урожая и переработки кофе, благодаря чему кофейный треугольник занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вообще-то я погорячился, сказав про ароматный кофе прямо с куста. На любой кофейной ферме в окрестностях Салента вам покажут весь непростой путь кофейных зерен от саженцев до чашки. Есть два основных метода производства кофе. Первый, самый простой и натуральный – сушка собранных ягод целиком. При этом зерна насыщаются сахарами, которые находятся в мякоти, и приобретают свой уникальный вкусовой профиль. Этот метод используют там, где много солнца – в Бразилии, Эфиопии, Йемене, Вьетнаме. Он дает кофе со сладковатым и насыщенным вкусом, но с нестабильным и зависящим от погоды качеством. В странах с влажным климатом, в частности в Колумбии, используют мытую обработку, при которой кофейные зерна вначале отделяют от мякоти на специальной машине, затем на 3 дня помещают в емкости с водой, где бактерии разрушают клейкую оболочку, тщательно промывают и только потом высушивают. Этот способ позволяет получить однородный по качеству кофе с кислинкой, ягодным ароматом и чистым вкусом. Сразу после обжарки кофе пить еще нельзя, так как зерна активно выделяют углекислый газ и имеют неприятный запах.
Только на 7-й день кофе набирает свой полный аромат. Через 3 недели его вкус начинает ухудшаться, а через 3 месяца он теряет все свои яркие вкусовые оттенки. A question. How many coffee? Можно вопрос? Сколько кофе вы выпиваете в день? Сегодня уже 4 раза. 1 эспрессо и 3 по ручному методу. Проблема в том, что ручное заваривание дает больше кофеина. Поэтому сейчас мне нужно что-то послабее, так как кофеина и так уже много. Обычно 4-6 чашек. Невероятно, но факт. Выпивая чашку фильтр кофе, вы получаете большую дозу кофеина, чем от порции крепкого эспрессо из кофемашины. Однако заваривание вручную позволяет лучше раскрыть вкус и аромат напитка. Кстати, это гейша – один из самых дорогих сортов кофе. Еще один яркий представитель местного колорита – легендарные армейские джипы «Виллис», которые Америка поставляла после войны в развивающиеся страны и которые были незаменимы для перевозки тяжелых мешков с кофе по горным дорогам. Начищенные до самоварного блеска, они уже более 50 лет исправно служат как фермерам, так и таксистам Салента. С раннего утра и до темноты они развозят туристов по экскурсиям на кофейные фермы и в горные долины. Обычно их загружают под завязку, 10 пассажиров внутри и еще 3 на задней подножке. Стоит это дешево, и отправляются они почти через каждые полчаса со стоянки недалеко от центра города. Всего в получасе езды на джипе «Виллис» от Салента находится долина Кокора, удивительное место, где растут самые высокие в мире пальмы. Это так называемая восковая пальма, национальное дерево Колумбии, которое достигает высоту 60 метров, в 2 раза выше, чем мексиканские пальмы на знаменитых бульварах Лос-Анджелеса. В природе восковая пальма встречается только в горах на высоте от 2 до 3 тысяч метров, и тонкий слой воска защищает ее от холода и тумана. Раньше из пальмового воска делали свечи, из стволов – столбы и водопроводные трубы, а листьями выстилали путь процессий в вербное воскресенье. Теперь же все это запрещено законом, так как восковая пальма оказалась на грани исчезновения. В долине Кокора есть также кольцевая тропа длиной 12 километров, нижняя часть которой проходит через поросший мхами и вечно пропитанный влагой облачный лес. Оставив позади себя 6 подвесных мостов, вы оказываетесь в заповедном уголке джунглей, где развешаны кормушки со сладким нектаром, вокруг которых порхают колибри. Эти крохотные и необычайно юркие птички могут не только как вертолет зависать в воздухе, но и лететь назад или вбок,
на что не способна ни одна другая птица. При этом они совершают более 80 взмахов крыльями в секунду, а их сердце бьется в 10 раз быстрее, чем у человека. Чтобы обеспечить себя энергией для таких скоростей, колибри должны есть через каждые 10-15 минут. И за день они выпивают в 3 раза больше сладкого нектара, чем собственный вес, что по калорийности соответствует 200 порциям мяса с картошкой на человека в день. В этом заповеднике вас тоже не оставят голодным и подадут чашку горячего какао и кусочек сыра. Далее следует крутой подъем и возвращение к популярным смотровым площадкам в роще восковых пальм. Однако мало кто знает, что в соседней долине этих пальм в 1000 раз больше. Это пока что неизведанное туристами место называется Ла Карбонера, куда ведет горная дорога через перевал высотой 3300 метров. Вдоволь налюбовавшись горными пейзажами и посетив небольшой водопад, к вечеру мы возвращаемся в уютный Саленто. Городок, который так назвали только потому, что это звучало красиво.